Девочки, привет! Сегодня хочу набрать, как обычно, косметичку на неделю и хочу начать с палеток теней. Во-первых, из больших палеток я подумала, что, наверное, хочу все-таки взять свою Pat McGrath. У меня это вторая роза. Давно я ее не брала. Такая палетка для меня оказалась не очень применимая. Она очень красивая, многим любимая, но из-за того, что я раньше была блондинкой, она была мне темновата. И вот я хочу ее снова взять. Мне кажется, что на красном цвете волос она будет по-другому раскрываться. Давайте я вам ее посвочу, хотя это, не знаю, такой запуск, мне кажется, уже 100-500 раз на него снимали сводчи и обзоры. Но давайте все-таки залезем пальчиками, потому что я сама ее не брала уже, наверное, больше полугода, и хочется обновить, так скажем, освежить впечатление, особенно вот этот оттенок. Обычно он на мне смотрелся чересчур темным, но при этом он потрясающе красивый. Вот я хочу сейчас его попробовать, как будет на мне смотреться эта палетка сейчас, когда я стала потемнее. Вы знаете, так интересно, я почему-то запомнила последний раз матовые в этой палетке как суховатые, но вот сейчас смотрю, что они такие мягкие, сливочные, даже не знаю почему. Видите, вот этот оттенок очень красивый, но у него темная подложка, и из-за этого он мне был темноват, хотя он прекрасно виден на всем подвижном веке, очень красиво смотрится. Тени наносятся как маслица. Вот как. Последних два оттенка Special, они, конечно, шершавенькие. Вот это вот желтое золото наименее мною любимое. Вот такие сводчи. Divine Rose 2. Ну. Далее хочу взять новую палетку в своей коллекции. И так я посмотрела. Давайте-ка я возьму Nuvo, потому что я ее купила примерно 2-3 недели назад. Делала ей 3 макияжа, но ни один вам не показывала. И сводчи, по-моему, не выкладывала. И вообще, в принципе, на канале, по-моему, только в шорте показывала эту палетку. Она, конечно, не новая. Конечно, уже тоже полно на нее и сводчей и всего. Но вот я хочу ее взять и хочу вам показать. Мне понравилась палетка. Единственное, конечно, ну это такая вкусовщина, но последний раз я делала с ней макияж, и мне показалось, что вот этот вот оттенок немножко ложится не так пигментированно, что ли, как я бы хотела. Давайте вот так. В общем, да, мне показалось, что вот этот оттенок какой-то полупрозрачный. Не знаю, еще раз попробую. Но вообще, в принципе, качеством я осталась довольна. Вот этот очень красивый оттенок шалфейный. Люблю такие цвета. Очень здесь приятная формула шиммеров. Они такие, конечно, плотненькие, пигментированные. Не особо блестящие, как можно заметить. Ну вот, Special от Pat. И вот получается такой плотный шиммер от Анастасии. И вот в сравнении с элеганзией от Pat. Ну, в принципе, достойное качество. Единственное, говорю, вот этот вот оттеночек, что-то я его не поняла. Последние 4 оттенка. Вот этот самый блестящий, очень красивый.
Давайте тут продолжим. Вот он какой. Вы знаете, у меня тут, похоже, в комнате жарковато. Я забыла включить кондиционер. Рука влажновата, и все сводчи ложатся очень жирно и влажно. Но это от того, что, видимо, кожа влажная. В принципе, мне нравятся обе эти палетки. Они совершенно разные по своему настроению. Что касается Анастасии, еще вот этот вот оттеночек я бы предпочла, чтобы он был немножко посветлее, немножко бы он был более похож на Sparkle из палетки Denone Mini Retro. Но, в принципе, он красивый. И макияжи ей получаются очень мягкие, красивые и благородные. Третья палетка, которую я хочу взять на неделю, это палетка нейтральная. И на сей раз это будет P. Беру ее для макияжа с красной помадой. Это версия Bright to Be. Хочу взять, потому что мне очень понравилось качество P. Но в итоге вот этими палетками я воспользовалась каждой около пары раз, и все. Ну, просто потому что есть такие цвета, очень-очень повседневные, носибельные. Редко я делаю акцент на губы, чтобы у меня были такие спокойные глазки, скажем так. Хотя здесь мне во всех отношениях нравится палетка. Она очень милая, с продуманным дизайном, с очень хорошим качеством матовых оттенков. Очень нравится. И с интересными блестящими рефилами. Давайте тоже, наверное, посводчим. Я продолжу дальше на руке. Не хочу смывать все сводчи. Хочу, чтобы мне было видно, к какой гамме подбирать продукты для лица и помады. Видно, что первые 3 оттенка матовых довольно светлые, растушевочные. И я, конечно, сейчас уже подзагоревшая, поэтому их особо не видно на мне, но они мне очень нравятся. И вот этот вот оттеночек, он такой какой-то достаточно блестящий, при этом у него такой персиковый перелив. Красивый цвет. Вообще, вот в этих палетках маленьких у P. у нее прослеживается задумка определенная, то есть в них, как правило, 2 блестящих оттенка и 6 оттенков матовых для построения формы. 3 светлых и 3 темных разных подтонов. Видно, что это все продумано. Мне очень нравится вообще, как бренд реализует себя. Вот такая базовая палетка. Вот этот оттенок кажется не слишком сверкающим, но на деле, когда его наносишь на глаза, получается вообще, вот когда делаешь макияж этой палеткой, получается что-то такое очень мягкое, очень такое... Знаете, у меня сейчас возникла идея снять вот с этой палеткой макияж, вот этот новый, который сейчас в тренде с ТикТока, латте мейкап. Мне кажется, будет очень круто ей снять, даже просто матовый, потому что у P. матовый, ну просто без вопросов. В общем, такие тени будут. Палетки с тенями готовы. Теперь давайте сразу возьмем красную помаду. И я хочу взять к вот этой палеточке Bright to Be свою последнюю из красных помад, приобретенную. Это MAC. И у меня это оттенок Devoted to Danger. Это, по-моему, последняя из формул, которые они выпускали, обновляли MAC. Давайте вот сюда, наверное, ее нанесем. Вот такая матовая красная классическая помада. Мне кажется, вот с этой гаммой будет смотреться хорошо. Так, красную помаду выбрали. Поехали теперь к продуктам для лица. Во-первых, для лица хочу выбрать палетку. И я давно не брала свою палетку для скул от NARS.
эту вот зеркальную грязнульку. Давайте ее откроем поскорее. Это какая-то лимитка 2-летней давности, очередная. И здесь запеченные формулы. И здесь 2 хайлайтера, 1 румяна скульптор такого непонятного оттенка и 3 румян. 2 из них в подсвечивающей формуле. Давайте сводчить, я ее очень люблю. Люблю здесь все, причем и хайлайтеры, и даже эти непонятные румяна у меня получается под бронзер адаптировать. Хайлайтер вот этот может быть темноват, но я их смешиваю. Так, давайте тогда. Вот эти вот красные румяна, это, конечно, что-то очень смелое, даже не уверена на их счет. И вот такие оттенки. Мне кажется, можно будет что-то из этого, из этих румян взять и для бронзового макияжа, и для макияжа с нуво. Хотя с нуво я бы взяла что-то по нейтральное. Сейчас выберу какие-нибудь более нейтральные румяна. Румяна хочу взять последние, которые у меня появились в коллекции. Это румяна от Flower Nose. Конкретно это у меня оттенок 04 и коллекция Strawberry Rococo. Прекрасные, прекрасные румяна. Как бы они ни выглядели очень бледными, на деле, на лице они смотрятся как ваш родной естественный румянец. Они не выделяются, но при этом просто лицо на глазах прямо свежеет. Мне конкретно этот оттенок подошел. Я хочу его попробовать, потому что все-таки сейчас лицо загорелое. И вот мне интересно, вообще их будет видно или нет. Потому что, видите, даже вот на пальчике, считай, эти румяна, они светлее подушечки моего пальца. Видите, они светлые, но на самом деле они наслаиваются. У меня была с ними собиралка, они смотрятся хорошо. Еще я хочу взять один хайлайтер, который, по-моему, вам вообще ни разу не показывала. У меня есть вот такая вот малышка от Ofra. И одно время это был самый их популярный оттенок. Это Blissful. И вот так вот он выглядит. И, конечно, может быть, мне кажется, но у меня такое впечатление, что это оттенок, который очень-очень похож на оттенок от Rare Beauty. По-моему, он Mesmerize называется. Именно поэтому я и так и не купила хайлайтер Rare Beauty, потому что, что-то я подумала, что по сводчам, по нанесению, как-то это все очень похоже на мои хайлайтеры от Ofra, и забила, короче, на эту новинку. Давайте его куда-нибудь сюда. Смотрите, какой он яркий по сравнению с NARS. Он безумно яркий. И вот сейчас как раз и время им пользоваться, потому что лицо загорелое. И вот что-то мне подсказывает, что это очень что-то похожее на Rare Beauty. Я думаю, что продуктов для лица достаточно. Единственное, что может быть какой-то бронзер взять. Давайте еще, наверное, какой-нибудь бронзер возьмем. Я на самом деле давно не брала ничего такого разнообразного. У меня они чуть пролеживают, бронзеры. Давайте я возьму Marc Jacobs. Вот такое блюдце свое. 100 раз его уже показывала. Я просто очень люблю этот бронзер. Он мне нравится. Бесконечный просто. У него даже тиснение не стирается. Вот он какой. Он, конечно, теплее, чем бронзер в палетке от NARS. И вот сейчас даже будет видно. Это такой очень красный продукт. Его надо будет корректировать. Вот насколько менее пигментированный и насколько
более адекватный по оттенку бронзер от Marc Jacobs. Понятное дело, что так и должен выглядеть здоровый бронзер. Это мои продукты для щек. И давайте переходить к губам. Единственное, я еще не выбрала однушки никакие. Даже не знаю. Из однушек. Над однушками я не подумала, в общем. Не знаю, какие выбрать. Давайте я возьму вот эту однушку. Я ее, наверное, уже год не показывала. Это моя однушка от La Mer из коллекции Moonrise. Одно время у меня этот продукт был в Project Penny. Я терла эту однушку каждый день на протяжении 4 месяцев. То есть я так или иначе добавляла ее в макияж. Девчонки, она бесконечная. Я поняла, что этот продукт не закончится никогда, пока не засохнет. Поэтому я его убрала в прошлом году из Project Penny. И вот смотрите, да. И я так ей наелась, что вообще не пользовалась ей. Хотя это очень красивый цвет. И вот я думаю, что возьму, но уже год не пользовалась. Ничего ей по консистенции не сделалось. Она прекрасно работает. Давайте ее посвотчим. Ну, давайте сюда. Это такой достаточно классический дуохром на коричневой базе. Даже, мне кажется, он неплохо дополнит палетку Nuvo. Очень качественная тенюшка. Ничего у меня, никаких претензий нет. Ни века она мне не кукожит, не сползает. Я просто помню, что жаловались девчонки на эти тени. Мне подошло. Но у меня вообще редко что-то скатывается. Видимо, свойство кожи век такое, ну и строение глаза. На мне практически ничего не скатывается. И все хорошо держится. И теперь уже точно остались только продукты для губ. Красную помаду мы с вами выбрали. Обязательно к ней должен быть карандаш, я думаю. Так. Красный карандаш от Бакса. Он, кстати, по цвету не особо-то совпадает с помадой, но просто, мне кажется, как контур, который я потом перекрою, он подойдет. Хороший карандаш. У меня это оттенок Code Red, но я думаю, что это вообще не имеет значения, потому что эти карандаши больше, по-моему, даже не выпускает Баксом. Так. Ну и вот для такой гаммы даже не знаю. Даже не знаю. Вот здесь, мне кажется, подойдет бежевая помада, а вот здесь что-то либо рыженькое, либо розовенькое. Сейчас выберем. Точно знаю, что хочу взять вот эту помаду от Шарлотты. Это Wedding Bells. Единственная моя помада от Шарлотты, и я очень редко ей пользуюсь. Не знаю почему. Вот хочу взять. Принудительно, так сказать. Вот так вот она смотрится. И я надеюсь, что она мне подойдет к вот этой палетке Divine Rose 2. Также хочу взять вот эту помаду от Dior. У меня это лимитка, и это 466 оттенок. Потрясающее тиснение на крышечке. Она коралловая. Тоже хочу ее взять. Она полупрозрачная. Кораллового оттенка. Мне кажется, с вот этими румянами будет смотреться хорошо. И если подумать, из бежевых помад я очень давно не брала вот эту вот кремовую помаду от Бакса. Это оттенок Goddess. Вот такой бежевый цвет. Абсолютно носибельный. И должен хорошо подойти к палетке Nuvo от Наташи. Давайте, как обычно, я выберу какой-нибудь блеск. Кстати, хотела оставить отзыв по поводу вот этого блеска. Он меня так приятно удивил. Дело в том, что это была осенняя коллекция. Она вся в таких каких-то осенних цветах. И здесь вот как раз оттенок Spiced Vanilla Latte. И вы знаете, он пахнет каким-то пряным, действительно
напитком или пряным десертом. То есть там точно прослеживается корица. И это очень, очень приятно, мне кажется. Таким блеском зимой и осенью будет просто в кайф пользоваться. Обязательно буду его использовать. И хочу ради интереса взять вот этот блеск. Он, конечно, супер темный, очевидно. Это Pumpkin Chai Latte. На самом деле, просто из интереса я его еще не открывала. Давайте его посвочим. Мне кажется, он к коричневой помаде может подойти. Да, он такой полупрозрачненький, если его наносить. Просто потому, что я очень хочу попробовать также этот аромат от него. Точно ли он такой же, как в предыдущем оттенке, или уже другой. Просто интересно, очень хочу его затестить. Не открывала еще. Ну и давайте возьмем еще один блеск. И, наверное... Наверное, давайте это опять будет Dolly Daiquiri от Баксон. Просто потому, что вот эта вот помада Wedding Bells, по-моему, она мне в процессе носки подсушивала. И пускай у меня будет какое-то средство, которое я смогу нанести на губы сверху и предотвратить сухость. Ну, вроде все. Сегодня я быстро достаточно управилась. Давайте смотреть, что у меня получилось. В общем, вот такие продукты у меня на эту неделю. С ними я планирую сделать 3 макияжа, как обычно, с пятницы, субботу, воскресенье. Мне так удобнее. В будни я пользуюсь проектом, как я уже много раз говорила. В общем, вот так вот все это выглядит. Очень я довольна. Палетки, которые самые мои последние, что-то взяла из старинок. Надеюсь, мне все понравится. Покажу вам во влоге. Спасибо, девчонки, большое за просмотр. Всем отличных макияжей, чудесной недели. Всем прекрасного настроения. Всем пока-пока.